Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о вещах, и не просто о вещах, а о тех вещах, которые соприкасаются с нашим телом. Поговорим, как вещи влияют на нашу энергетику. Уделим внимание вещам из секонд-хенда, и как каждая вещь, знаете, несет в себе определенную энергетику. Поэтому нужно относиться к таким вещам с особой осторожностью. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Мы дадим сегодня в этом видео достаточно много полезной, важной, нужной и интересной информации. Оставайтесь с нами. Всем приятного просмотра. Вы знаете, каждая вещь, которая нас окружает, имеет свою определенную энергетику. Она способна впитывать в себя энергию, в окружении которой она находится, а также энергию хозяев. Поэтому, приобретая вещь с плохой энергетикой, которую носил человек с множеством проблем, вы можете этим сильно навредить себе. К сожалению, тем самым привлечь потоки негативных энергий и окружив себя ними. А также, если человек в какой-то момент эти вещи попали в какую-то неприятную ситуацию или пережили стресс вместе с человеком, то таким образом такая вещь будет нести в себе разрушительную энергетику. А вы, купив такую вещь, одев ее, начинаете тем самым разрушать свою энергетику. И к вам начинаются притягиваться разные неприятности. Поэтому, когда вы покупаете ношеные деньги, вы думаете, что вы экономите тем самым деньги. И думая о том, что вы можете приобрести и намного больше вещей, но вы не можете знать, какие неприятные изменения такие покупки принесут в вашу жизнь. Поэтому, чтобы обезопасить себя от таких моментов, лучше покупайте новые вещи. Пусть их будет не так много, они будут недорогими, но зато у таких вещей нет энергетики, которая может принести вам вред. Они как белый лист бумаги, и только после того, как вы начнете носить, такая вещь, вне зависимости, это кофточка, платье, юбочка, штаны, она напитается вашей энергетикой. А когда вы приобретаете вещи в секонд-хенде, вы не знаете, что именно несет в себе та или иная вещь. Но если задуматься, люди редко избавляются от своих любимых и дорогих им вещей. Не всегда можно даже представить, какой отпечаток может нести в себе та или иная вещь. Поэтому, одевая такую вещь, она будет вносить коррективы в вашу жизнь и влиять на вас. Хорошо, если это будет благоприятное влияние. А что, если нет? А новая фабричная вещь не будет нести в себе такую угрозу. Также нужно быть очень осторожными с вещами или предметами ручной работы, потому что они полностью пропитываются энергетикой того человека, который их делал своими руками. Хорошо, если это был добродушный, был счастливый человек, тогда такая вещь принесет вам действительно благоприятные моменты. А вот если это неприятный, злой, да еще и несчастный человек, тогда только потоки негатива появятся в вашей жизни после приобретения такой вещички. Очень часто мы с вами, приезжая в другие города, приезжая совсем в другие страны, мы иногда хотим что-то купить из народного творчества, какие-то, возможно, футболки, наряды и так далее. Всегда возьмите эту вещь и попробуйте своими руками, что вы чувствуете. Если вы чувствуете тепло, вам нравится сам продавец, который вам улыбается, который вам желает всего самого наилучшего, тогда покупайте. Но если вы взяли вещь, и она вам холодная, вы ее одели, она вам никак не идет, да еще и продавец вам хамит или пытается что-то навязать, сказать, вы себя чувствуете дискомфортно, оставляйте эту вещь и уходите, потому что эта вещь точно вам ничего хорошего, приятного и волшебного не принесет.
Перед тем, как вы берете в носку какую-либо вещь, нужно хорошо подумать, а также проследить о том, что вы о ней знаете. Нужно, знаете, побыть таким вот маленьким Шерлоком Холмсом, разузнать все и понять. Поэтому лучше откажитесь от вещей из секонд-хенда, так как проследить их историю, скорее всего, у вас не получится. И вы никогда не сможете узнать причину того, почему эта вещь попала в продажу. Приобретая ее, вы целенаправленно подбираете чужую энергетику и примеряете ее на себя. Поэтому после такой покупки часто обрушиваются потоки разных неприятностей на вас, которые меняют жизнь, к сожалению, не в лучшую сторону. И в один момент все было у вас хорошо, и на работе, и дома, и в личной жизни, и ни с того ни с сего все у вас переменилось, изменилось, и вы не понимаете, почему так произошло в вашей жизни, и продолжаете носить, казалось бы, вашу уже любимую вещь, которая приобретена была вами. И этим, что еще хуже, с каждым разом вы вредите себе. Предметы одежды, которые носил человек, которого уже нет в мире живых, имеют застоявшуюся энергетику. Поэтому, если вы берете их в носку, то к вам перестают поступать потоки энергии. И вокруг вас образуется энергетический застой. И, к сожалению, вы не можете двигаться дальше. Все, за что бы вы ни брались, не будет у вас получаться. Неудачи, неприятности будут преследовать вас. У вас могут начаться и проблемы на работе, в личной жизни, в семье, может даже ухудшиться ваше самочувствие. Поэтому оставить можно лишь те вещи от тех самых близких людей, которых вы действительно любили, которых вы знаете, что они вам желали только всего самого лучшего. Но опять же, не нужно оставлять все вещи себе, ограничьтесь несколькими. Также, взяв эти вещи в руки, вы не должны ощущать в первую очередь негатив. Если происходит наоборот, избавьтесь от них. Те вещи, которые вы решили оставить, обязательно вам нужно очистить. И очистить их нужно обязательно на энергетическом уровне. Это касается как вещей, так предметов и всевозможных драгоценностей. Лучше также избавиться и не окружать себя вещами, в которых вы переживали какие-то неприятные ситуации и моменты из своей жизни, потому что, глядя на такие вещи, у вас всплывают какие-то негативные воспоминания. И такие вещи, возможно, осознанно или неосознанно, будут притягивать к вам негатив, окружая вас с каждым разом все больше и больше ним. Негатив будет с очень быстрой скоростью накапливаться вокруг вас. А также, одевая такую вещь, вы в ней постоянно будете попадать в неприятные ситуации и этим приносить себе только вред. Поэтому избавляйтесь от таких вещей, если они у вас есть, и делайте это без какого-либо сожаления. В этой вещичке вы также постоянно будете возвращаться мыслями в прошлое и со временем начнете разрушать свое энергетическое поле. Прошлое – это прошлое. Оставьте его и двигайтесь только вперед, к новым эмоциям и возможностям. Также не покупайте обувь, которая вам точно неудобна. Через ноги к нам поступают энергии, а если ноги находятся в дискомфорте, энергии не могут поступать не только в наши ноги, но и наше тело. Поэтому, приобретая обувь, следите внимательно за тем, чтобы вам было комфортно в первую очередь, а это откроет вам сильные энергетические потоки. Помните о том, что Земля, благодаря ней мы насыщаемся энергией Земли. Мы с вами, знаете, как в какой-то степени, как те растюшки, любим солнышко, но и в то же время подпитываемся и от Земли. Также вы можете разбавить вашу одежду разными цветами. Лучше, если в ней, конечно же, будут преобладать светлые оттенки, потому что так вы, одевая такую одежду, будете притягивать к себе положительные энергии, а с ними и счастье, удачу, финансовую стабильность и благополучие. В вашем гардеробе не должен присутствовать только один цвет. Избавьтесь от этой привычки. Попробуйте поэкспериментировать, и сразу вы увидите изменения в лучшую сторону. Если у вас не хватает
креатива, как же это сделать интереснее и красивее в интернете, особенно вот в Инстаграме, в других социальных сетях, вы можете посмотреть эту информацию, потому что каждый человек пытается рассказать, донести определенную информацию, чтобы вам также было комфортно и удобно. Потому что зачем трудиться годами, пытаться что-то найти новое, когда уже человек опробовал, прошел, получил какой-то опыт и может воспользоваться. Также старайтесь и внимательно относиться к одежде и вещам, которые вас окружают и которые вы хотите приобрести в жизни. И тогда вам не нужно будет переживать о том, что в вашей жизни могут произойти какие-то неприятные изменения. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подпишитесь на наш канал, заходите каждый день на канал Эзотерика для тебя. Здесь много очень полезной, важной, нужной и интересной информации. Также ставьте лайк, а мы с вами услышимся уже в следующем видео.